Вот хочется получить конкретный ответ на вопрос, что было до Большого взрыва. И, к сожалению, у современной научной парадигмы есть только одни рассуждения на эту тему. Либо было сжатие и разжатие одной Вселенной, либо есть большое количество множества различных вселенных, которые случайно порождаются, и мы оказались в той, где константы сложились так, что стала возможна жизнь. Либо, это уже хокинговская теория о том, что было абсолютное ничто, то есть полное отсутствие пространства-времени, и благодаря гравитации, которая постулируется почему-то как фундаментальная, появилась вот вся наша Вселенная. Вот, собственно, что общего у всех этих трех концепций? Они все построены на случайности возникновения нашего мира. То есть в современной науке не существует никакой научной модели разумного замысла Вселенной. Поэтому мы хотим это исправить. Для этого у нас была создана наша модель. Это модель разумного замысла Вселенной. Это то, что запрещено и считается ненаучным в современной парадигме материализма. А почему оно считается ненаучным? У этого запрета есть идеологические корни. В этом видео не будем их касаться, но в целом это идеологический запрет, который эпоха просвещения установила сама себе в конфликте с западной католической церковью. Ничего общего с наукой этот запрет не имеет. У нас есть два варианта. Либо мы живем догмой и запрещаем себе задавать конкретный вопрос и получать конкретный ответ, что было до Большого взрыва, или мы нарушаем этот идеологический запрет и, наконец-то, в этом видео получаем конкретный ответ, который отвечает не только на вопрос, что было до Большого взрыва, но и почему наш мир такой, каким мы его видим. Согласно нашей информационно-архитектурной модели реальности, существует наша архитектура, наш мир, у нас есть макрокосм, у нас есть наша биосфера, у нас есть биохимический уровень, у нас есть уровень квантовых взаимодействий. То есть вот она, это наша материя, и мы постулируем, что ей предшествует так называемый инкапсулированный, то есть скрытый от нас информационный слой. Что это такое? Очень многие в комментарии сразу же пишут: «Ой, информация, предшествующая материи, она должна быть где-то записана». В этом вся суть того, чего вы не понимаете. В нашей модели материя не первична. Материя является производным от информации. То есть у нас есть информационный слой. Когда я говорю слой, это не значит, что он вот так вот обволакивает всю нашу Вселенную. Нет, он вообще не занимает, во-первых, никакого места, и он не существует во времени. То есть он атемпорален. То есть нету никакого времени. Вы не можете попасть вот сюда, потому что вы состоите из этого кода. Вся материя состоит из взаимодействий, прописанных на этом уровне. В этом смысле это даже не место, понимаете? Эта модель объясняет, почему константы такие, какие они есть. Они оптимизированы на уровне кода. Эта модель объясняет формулу КИД. Почему есть соотношение между значениями элементарных констант, фермионов. Почему они сводятся к единому простому значению? Потому что на уровне кода низкая информационная сложность. То есть он оптимизирован. То есть все элементарные частицы вот так вот эмерджентно возникают из этого кода. Суперпозиция в нашей модели – это эмерджентное состояние прописанных взаимодействий на уровне кода на пути к локализации в конкретной точке пространства, уже на нашем производном уровне. То есть само понятие пространства уже производно. Здесь пространства нету. Вот здесь оно задается из этого кода. Но это как в видеоигре. Вот Марио, он бежит вперед, и ему кажется, что там бесконечность. Вот бегать, прыгать там, можно бесконечно бежать по полю вперед. Но на самом деле то поле, которое он перед собой видит, это вот какие-то там килобайты на картридже прописанных строчек кода, и все. То есть они не занимают то пространство даже и тот размер, который видит перед собой Марио. Вот что мы постулируем в нашей модели. А суперпозиция – это вот где на уровне кода прописано «может локализоваться» элементарная частица, но мы не знаем, где она локализуется. То есть от нас этот уровень кода инкапсулирован. Мы не можем вносить его изменения. У пользователя нету доступа к архитектуре исходного кода. Он может лишь реверс-инженерить этот код, то есть смотреть, какие взаимодействия происходят в мире, законы гравитации, законы физики,
По сути своей вся наука является реверс-инжинирингом вот этого кода, который первичен. То есть, еще раз, он предшествует материи, он не записан где-то. Это и есть единая информационная матрица, то есть нередуцируемая информация как таковая, из которой возникает материя. Вот основной базовый постулат нашей модели. И тут возникает вопрос, а откуда же этот код появился? Вы, конечно, можете развести руками и сказать, мы этого не знаем, но мы идем дальше. И мы постулируем, что раз мы наблюдаем архитектуру, и раз в этой архитектуре прописаны конкретные законы, физические законы, которым подчиняются, исполняются на уровне элементарных частиц, исполняются на уровне планет, то есть на уровне всей архитектуры существуют законы. Мы делаем вывод, что и для человека в таком смысле должны быть прописаны некие постулаты, некие правила, некие законы. То есть для нас это логичное, ожидаемое следствие нашей архитектурной гипотезы. То есть мы ожидаем, что должно быть какое-то постановление для человека, какие-то правила, как он должен жить. Это не значит, что они обязаны быть. То есть их может и не быть. Если бы их не было, таких правил, если бы не было никаких текстов, постулирующих себя как какие-то высшие предписания, мы бы тогда сказали, что да, это бьет по нашей модели. То есть мы не находим эмпирического подтверждения наших постулатов. Однако наше фальсифицируемое предсказание заключается в том, что в мире должны найтись вот такие фундаментальные предписания, общие для всех людей. И таковые, как вы все прекрасно знаете, конечно же, имеются. То есть у нас есть религиозные тексты, которые парадигма, которая постулирует все вот эти вот самозарождающиеся догматы о случайном возникновении Вселенной. В рамках этой парадигмы считается, что все религиозные тексты – это продукт культурного вымысла. Но эта мысль не доказана эмпирически. То есть нету конкретного доказательства, где, когда, в какой момент, из каких текстов был написан вот тот или иной религиозный трактат. А следовательно, без достаточности основания парадигма просто помещает в черный ящик религиозные тексты и не работает с ними как с данными. Мы же снимаем этот запрет и начинаем работать как с данными, проверять религиозные тексты, проверять нашу архитектурную гипотезу. Материализм постулирует, что раз во всех религиозных текстах есть что-то общее, значит, это вот какие-то витающие в воздухе идеи, какие-то вот архетипы юнговские, которые вот почему-то откликаются у всех людей во всех культурах. Вот история про потоп, история про первых людей, история про сотворение из глины. Это постулируется как некий архетип. Почему это является архетипом в рамках парадигмы, не объясняется. То есть архетип – это вообще юнговский принципиально нефальсифицируемое понятие. То есть я могу назвать архетипом любую удобную мне мысль, сказать, это просто архетип. От этого она не получает достаточности основания. Для того, чтобы принять объяснение материализма, вы должны вот эту ситуативную гипотезу про архетипы принять как данность. Следовательно, это объяснение материалистическое уже проигрывает по ИБЕ, по выводу к наилучшему объяснению нашей архитектурной гипотезе, которая выводится откуда? Из коранического текста. Только в его рамках объясняется возникновение всех других религий. То есть если мы берем какую-то другую религию, вы, я знаю, очень любите индуизм, но в рамках индуизма не объясняется феномен, например, возникновения того же ислама или христианства. Точно так же в рамках, например, иудаизма объясняется сам иудаизм, но не объясняется то же самое христианство или ислам. То есть из всех религиозных текстов мы находим тот, который обладает наибольшим эвристическим синтезом, то есть объясняет больше данных. Этот текст – это Коран. В Коране объясняется, что вся схожесть религий происходит потому, что все они основаны на реальных сообщениях от внешней системы, то есть на реальных сообщениях от Бога, которые несли специально выбранные для этой миссии пророческие фигуры, то есть обычные люди, которым было дано знание о вот этой инкапсулированной, скрытой архитектуре. Следовательно, эти пророки приходили к конкретным народам в конкретные времена, приносили знания. Инвариативное ядро этого знания сохранялось, но позже на него уже добавлялись культурные искажения, потому что людям хочется по разным причинам, во-первых, из соображений комфорта, во-вторых, из политических мотивов, как-то подогнать религию под себя, исказить ее. Материализм строит свою доказательную базу на этих искажениях. Мы же, наоборот, если мы, допустим, найдем сейчас
останки какого-нибудь советского города, найдем серп и молот, мы не можем постулировать как данность, что на этой территории всю историю человечества жил народ при коммунизме. То есть нахождение серпа и молота, открывает нам глаза на 70 лет истории этого народа, и не более того. То же самое здесь. Если мы находим какой-то пантеон богов, политеизм, много богов, это не значит, что до этого там не могло быть прамонотеизма, что там до этого не было сообщения о едином боге. Вот поэтому мы используем коранический текст. Он больше нам объясняет всего. Теперь смотрите самое главное. Коранический текст постулирует себя как речь Бога, прямую речь Бога. То есть не постулируется, что это текст, который написан по мотивам какого-то откровения. Постулируется, что каждая строчка этого текста – это прямая речь Бога. То есть каждый аят. И это на самом деле, довольно-таки смелое утверждение. И более того, это утверждение, которое очень легко проверить. Так давайте мы сейчас просто возьмем и проверим, на самом деле, если там найдутся какие-то разночтения. Вот, наконец, материализм получит достаточность основания считать религиозный текст вымыслом. По идее, за 1500 лет, текст, который написан так давно, он должен отражать научную картину, представление о мире того времени, той эпохи. Он вообще не должен даже минимально хотя бы как-то соотноситься с нашими представлениями о реальности. Поэтому я думаю, сейчас все очень быстро вскроется или нет. Согласно кораническому тексту, существует абсолютное ничто. То есть абсолютно ничто. То есть вот здесь ничего нету в принципе. Нет времени, нет пространства. Я сейчас говорю не про квантовые флуктуации, не про квантовую пену. Абсолютное ничто существует. Кстати, в модели Хокинга оно также постулируется вероятность его существования. Существует Бог. Бог – это не сотворенный, не созданный, изначальный, бесконечный. Нам очень сложно это понять, потому что мы все находимся на вот этом производном уровне. То есть мы все происходим из причины и следствия. Нам очень сложно представить себе изначальную природу. То есть не созданную, не сотворенную. Однако именно эта природа, именно эта сущность является разрешением проблемы бесконечного регресса. То есть ни одна из научных моделей, постулирующих мультивселенные, не дает ответа на вопрос. Или даже постулирующая ничто, она не отвечает, откуда вообще возникает что-то. Вот что дает первичный толчок для создания чего бы то ни было. И мы можем только постоянно перекладывать этот вопрос на вышестоящий уровень. Мы можем говорить, что вот Вселенная вечная, она сжимается и разжимается, или что есть мультивселенные, и вот они сами себя порождают в струнном ландшафте. Но мы всегда задаемся вопросом, а что создало предшествующую мультивселенную, и мы где-то должны остановить этот бесконечный регресс. Иначе мы не решаем эту проблему. То есть постулировать вечность как всегда существующая, материю как всегда существующую мы не можем. Вот Бог – это единственное разрешение проблемы бесконечного регресса. Конечно, материализм идет на фортель, и он берет вот этот предвечный атрибут Бога и наделяет им какую-то производную материю. То есть он говорит, это вот Вселенная вечная, она сжимается, разжимается. Но это не отвечает на вопрос, а почему наш мир именно такой, каким мы его видим. В кораническом же тексте объясняется, что мир не идеален, мир несовершенен, потому что он является временным пристанищем для человека. Вся его несправедливость нужна для того, чтобы человек мог осуществить выбор. То есть если бы все было справедливо, если бы все подчинялись законам Бога, то тогда все были бы роботами. То есть не было бы никакой концепции испытания. Испытание же, оно временно, страдание оно временно, и получит эсхатологическую компенсацию, когда вся эта система будет уничтожена, то есть по завершению тестовой среды. Так вот, сам факт возмущения несправедливостью, вот это императивное неприятие зла, неприятие несправедливости постулируется в тексте как созданное и идущее напрямую от Бога. То есть Бог, точно так же, как и вы, только в гораздо большей абсолютной степени не приемлет несправедливость и не позволит несправедливости остаться существовать. То есть Бог запретил эту несправедливость. Эта несправедливость временно необходима для
существования вот этой тестовой фазы, в которой мы сейчас все находимся, тестовой среды. Вот что постулируется в тексте. То есть это уже объясняет больше по выводу к наилучшему объяснению, чем вот эти сугубо научные материалистические концепции. Теперь дальше. А как вообще Бог сотворил мир? Что постулируется? Есть конкретный механизм. То есть в кораническом тексте ничего не говорится о том, что Земле 6000 лет. То есть это постулируется парадигмой для дискредитации религии. На самом деле там нету такой информации. Там постулируется, что Земля была создана за несколько дней, но один день человека не равен одному дню во всей архитектуре. То есть время в кораническом тексте уже постулируется как нефундаментальное. То есть на разных уровнях архитектуры разное понимание времени. Поэтому слово «день» трактуется как период, когда был создан мир. Так вот, в этом творении первым, что было создано перо. И это перо записало все, что будет когда-либо. То есть существует хранимая скрижаль, в которой уже предопределено все, что случится в системе. То есть система конечна, у нее есть начало и у нее будет конец. То есть все, что мы видим, рано или поздно будет уничтожено. А это уже полностью, во-первых, созвучно с понимаемыми нами концепциями Большого взрыва. Я, кстати, напомню, что это достаточно свежая концепция, то есть еще там 60-70 лет назад вообще постулировалось в материализме, что мир вечен. То есть концепции начала сотворения мира не существовало. Коран вообще содержит большое количество данных, которые опережают современную науку. То есть там уже в создании мира постулировалось, что мир когда-то, небо и вода было единым целым, и мы разделили их. То есть такие концепции, как большой взрыв, и такие концепции, как именно расширяющаяся Вселенная, уже постулировались там до того, как в науке они были признаны, например, считалось, что модель статичной Вселенной основной, до того, как приняли модель расширяющейся Вселенной. И точно так же наше понимание тепловой смерти Вселенной также модель, которая подтверждается в кораническом тексте. Единственное, это будет не умирание Вселенной, как думают материалисты, а ее вот, архитектурно встроенное умышленное отключение. То есть система будет уничтожена. Хранимая скрижаль в нашей модели мы постулируем, что это с высокой вероятностью и есть та информационная матрица, и есть тот информационный слой, который предшествует материи. То есть вот как организована архитектура. Ну и вот, я не знаю, сколько нужно ментальной гимнастики делать, чтобы ни в коем случае не складывать 2 плюс 2. То есть у нас есть система, в ней все подчиняется определенным правилам, мы выводим конкретный механизм, как реализуются эти правила, и мы находим сообщения, которые верифицируют нашу архитектурную гипотезу. Вот для того, чтобы разбить эту модель, вам мало-то просто придумать какую-то красивую гипотезу про сжимающуюся, расширяющуюся Вселенную или про инфляцию квантовой пены. Вам нужно доказать, что религиозные тексты являются культурным вымыслом. Вы на данный момент этого не доказали. То есть вы это постулируете как данность без достаточности основания. Вы объявили победу без боя. Наша же модель, информационно-архитектурная модель реальности, объясняет гораздо большее количество данных и апеллирует на уровне семантики. То есть не просто объясняет, почему материя возникла, а объясняет, почему наш мир такой, какой он есть. И это, как нам кажется, лучший ответ на вопрос, что было до Большого взрыва, потому что это единственный ответ на этот вопрос. То, что вы в материализме называете ответом, это уход от ответа. Это сокрытие ответа на вопрос. Мы же не занимаемся догмой и рассматриваем разумный замысел как совершенно легитимную научную гипотезу. Эти исследования, естественно, ведутся независимо, потому что они полностью противоречат всей современной научной парадигме. Однако эта модель дает конкретные фальсифицируемые предсказания, а значит, является научной. Большое спасибо, что смотрите, подписывайтесь, распространяйте эти видео. Спасибо.